Итак, ребят, всем привет! В прошлом видео мы с вами разбирали на тонком, да, то, что происходит в мире, политическую ситуацию, в том числе обсуждали то, что сейчас Трамп хочет очень сильно забрать Гренландию. Он упоминал об этом ранее, я говорила, что Гренландия это очень важная часть именно для темной элиты, именно для тех, кого называют глобалистами, и говорила о том, что я поверхностно смотрела, да, это, но так вот прям, чтобы в суть заглянуть и покопаться поглубже, что там происходит, такого не было. И сказала, что если вам интересно, то я могу посмотреть это, могу посмотреть саму Гренландию на тонком, рассказать вам об этом, и вы откликнулись. Спасибо всем, кто писал в комментариях. Я увидела, что очень многие хотели бы поглубже в эту тему заглянуть, и сегодня мы с вами этим и займемся. Но перед тем, как мы начнем, я вас попрошу поставить лайк этому видео, поддержать его, написать какой-нибудь комментарий к нему, для того, чтобы это видео как можно больше количество народу увидело. Это и поможет развитию канала, ну а также поможет очень многим людям, которые ищут информацию, ее найти и наконец-таки проснуться. Ну а мы с вами начнем про Гренландию. Я буду смотреть тут же на тонком и тут же параллельно вам рассказывать то, что идет. Во-первых, сейчас, когда я настраиваюсь на Гренландию, я вижу какое-то очень сильное копошение. То есть как будто тараканы, знаете, бегают, копошатся. То есть вот пришла фраза «темные крысы забегали». То есть, знаете, они как будто бегают туда-сюда, и вот это туда-сюда, оно идет, знаете, как-то вот от Гренландии в сторону Европы и обратно. То есть как будто даже не какой-то переброс сил идет. Нет, это не военный переброс. Но какие-то словно ящики деревянные таскают. Я не знаю. Знаете, такое ощущение, что в Гренландии у них какие-то схроны. Вот в этих ящиках что-то замороженное, но оно словно какое-то, я не знаю даже как-то объяснить. Знаете, как будто это не живое уже. Ну, то есть, я не знаю, типа там мамонт какой-нибудь засохший, да, или мумия какая-то. То есть это уже останки чего-то, как захоронений, почему-то пришло слово останки захоронений, но они как будто в криозаморозке какой-то находятся. То есть это не обычный холод, да, который на улице, а именно какая-то как криозаморозка, криосон. То есть это что-то, когда какая-то вещь, да, то есть, ну вот остатки мамонта, допустим, да, там какие-то реально высушенные условно, но это не мамонт, это что-то другое, сразу скажу. Вот они как будто в состоянии некого стазиса погружены, то есть в какое-то такое стадию заморозки, когда вот оно сохраняется в том же виде, в котором есть. Некий вакуум и стазис для того, чтобы не было распада, для того, чтобы вот оно не разрушилось. То есть это какие-то ткани, но они не живые. Какие-то даже части тел. То есть не сами тела, а части какие-то как будто. Возможно, части тел великанов, я не уверена, но это необычные мумии, вот как там в Египте нам показывают, это что-то другое совершенно. Что-то вывозится, что-то экстренно ищется, какое-то хранение или что-то. Потому что там за счет самой погоды типа было... Вот как я говорю, до этого, да, говорила в роликах, что там погода сама по себе в Гренландии, она как-то вот очень-очень сильно хороша вот тем, что там уже холодно, и эта температура поддерживается. То есть это как такой, знаете, вечный морозильник или холодильник, да, который вот работает на одной температуре. И под это создавались какие-то лаборатории. В снегах почему-то идет, знаете, не на поверхности стоит, а вот как будто оно и не под землей, и не на поверхности. Знаете, очень странно. Возможно, как горы не горы, но это как-то странно, как это, знаете, как шапка из льда. То есть оно вроде как гора, но это гора из льда.
То есть нереальная, как наземная, да, а какая-то вот как ну, гора из какого-то льда или снега, или что-то вот такое, я не знаю, это странно. То есть как будто вот есть земля, на ней какая-то, ну, поверхность лед, и внутри вот там огромная, как шапка или гора такая прям из льда и снега. И вот внутри этой ледяной скалы или вот какого-то такого ледяной шапки выстроенная целая экосистема, ну то есть типа вот эти лаборатории. Причем они строились, знаете, не так давно. Они какие-то металлические, не металлические. Я не знаю, как большой холодильник какой-то реально. Какие-то металлические ходы, проходы. Но там внутри, знаете, как, ну, я не скажу, что как тепло, но те, кто там находится внутри этих лабораторий, они не чувствуют холода. Но там холодно, там какая-то минусовая температура, я бы даже сказала. То есть там не так сказать, чтобы она прям была теплая, да, или прям, ну, сильно холодная, там, -40, -50, нет. Но там какая-то вот, хочется сказать, больше нуля, но почему-то ниже нуля это. Может быть, я не знаю, +10 или -10, что-то такое. Какая-то комфортная температура, но я не понимаю, для кого, потому что для человека, ну, это некомфортная температура. Ну, блин, ребята, ну опять вот серые какие-то или что-то такое, я не знаю, какие-то... Это даже, может, не те серые, о которых все говорят, но какие-то люди, но они похожи на людей, но не совсем люди, с какими-то серыми, вот, серыми лицами. Оно не прям вот, знаете, темно-серое или что-то, а вот как вот человек, его лицо отдает какой-то серой, вот такой вот серостью, знаете. И у них как-то голова по-другому. Но они очень сильно на нас похожи. Почему-то идет Швейцария, Швеция, Гренландия. Возможно, это потому, что на одной широте или как-то так находятся, да, вот эти страны. И что-то связанное с климатом, но вот Швеция, Швейцария, там как будто сильно, ну, плотность какая-то большая народа или населения. А Гренландия, там как пустошь. Там мало людей, мало очень населения, маленькой плотности. Там типа как спокойно, знаете, пустынно, как-то пустыня какая-то, или много места пустынного, или что-то такое, что можно типа спокойно как-то себя чувствовать, не боясь, или что-то вот в этом роде. Опять же идут какие-то 1900 какие-то года. Почему-то идет 1974 год. 1974 год. Как будто там какая-то работа началась. Как будто что-то начали туда завозить, знаете, очень-очень какие-то строительные материалы, что-то массово. Копали. Вот идет, копают. У меня даже рука идет, вот как будто вот, может быть, какими-то ковшами или что, вот как копают, выкапывают что-то. Знаете, это даже не совсем, а вот какие-то раскопки там велись. Что-то искали, какие-то реликвии искали там, что-то раскапывали. Причем весьма удачно. Вот почему-то пришло слово захоронения какие-то. Идет остатки древнего государства, остатки былой славы. То, что умерло и не вернешь. Им нужно было достать. И вот опять же идет вот эта вот плоть какая-то, да, вот это вот, которая уже мертвая, но вот ее как будто вот в этот стазис погрузили. То есть такое ощущение, что тогда вот это нашли. То есть были какие-то раскопки или были какие-то вот что-то делали и это достали, что-то большое, знаете, может, поэтому мне мамонт как бы пришел, но это что-то большое. То есть, может быть, нога какая-то или что-то такое, я не знаю, ну, походу это вот что-то вот, ну, как часть великана какого-то или что-то такое, то есть большого человека, да, куда почему-то идет великого человека, как вот Чингисхан, но это, конечно, не остатки Чингисхана, но это какой-то великий человек, как вот кто-то подобный Чингисхану, да, кто-то такой. Почему-то идет такое, что великий вождь народов и племен. Вот, не знаю, вот что идет, то говорю, шагавший по Скифии и Атлантике. Я не понимаю, то есть шагавший по Скифии и Атлантике.
У него какой-то посох был в руке. И почему-то этот посох разделял моря и континенты. Я не знаю, что это значит, ребята. То есть такое ощущение, какой-то древний творец мира или что-то такое. Вот какая-то душа очень высокого порядка это была. Почему-то вот опять идет шагавший от Скифии до Атлантики. Скифия, Атлантика. Возможно, знаете, это его, может, территория правления была или нет. Нет. Идет как отшельник, он выбрал путь, свернув на великую землю Дарии и оставшись там, как выбрал путь мудреца, какого-то, который служил людям. Как знаете, как будто он жил как отшельник, или как вот не скитальца, вот как-то вот жил отдельно, да, какой-то дом или что у него было, и он помогал людям. То есть, когда люди к нему приходили, да, он им каким-то советом помогал или что-то такое. То есть, как мудрец выступал, да, в роли мудреца. Хоть и был как вот, может, почему-то идет как отвергнутым истинным правителем, но здесь, скорее всего, он сам отверг правление, да, сам отверг правление и был как волшебником каким-то, почему-то волшебником или отшельником, великий мудрец. Интересно даже, то есть. И еще, да, вот тоже, что почему Дарья всплыла. Кстати, про Дарью я тоже рассказывала, есть видео на канале на ютубе, посмотрите. Там про события 1800-х годов, да. Видео называется «Катастрофа 1800-х годов», да, что было на самом деле. Там я тоже смотрела на тонком, и я там рассказывала про Дарью. Также у меня очень много на Бусти есть про этот континент, там я тоже его видела, в том числе, почему у нас изменились вот глобальные изменения климата, да, в свое время произошли в мире. Это я тоже видела как раз-таки вот в своих видениях. Ими я делилась на Бусти. И всем советую подписаться на него, потому что на Бусти я очень много рассказываю без какой-либо оглядки на цензы видеоплощадок. Свободно говорю о многих своих видениях с тонкого плана, делюсь воспоминаниями, в том числе с прошлых жизней, которые у меня есть. И самое главное, наверное, это рассказываю о своей тонкоплановой работе, о многих расследованиях, которые провожу в рамках своей миссии в этом воплощении. Вот. И многие, кто смотрит меня давно, знают, что изначально я вообще очень много информации не хотела делиться нигде, но потом все же решила рассказать об этом хотя бы на одной из закрытых площадок, кое как раз-таки и выбрала Бусти. Так что, если вам интересны тайны настоящего прошлого, если вы хотите узнать правду завоевания нашей параллели, как раз-таки про истинные рода, то есть про гигантов, про секреты других миров, про войну света и тьмы, то проходите на мой Бусти, подписывайтесь, ссылка будет в описании. Там оплата абсолютно условная, чашка кофе. Если же будут какие-то проблемы из-за рубежа, да, или как-то есть у меня e-mail рабочий тоже есть, он в ссылке в описании, можно туда написать, и проблему мы эту решим. Я говорю вам до встречи в самых откровенных видео о скрытых истинах нашего мироздания. Сейчас, кстати, я там рассказываю про тайны дольменов, которые мне удалось посетить. Буду раскрывать ту информацию, которая мне пришла, в том числе там тоже о захвате. Буду разговаривать с душой, которую увидела в этих дольменах, тоже про общение с ней расскажу подробнее. В общем, присоединяйтесь, там очень интересно. А мы продолжим. То есть, опять же, я не буду заострять внимание на личности, да, этого человека, которого там нашли, но то, что он из истинных родов, да, хоть и выбрал такую роль, некого отшельника, а здесь это однозначно. Помимо него там что-то еще есть.
Там очень много каких-то артефактов. Знаете, такое ощущение, они копают во льдах. Там какие-то исследования проводятся, как будто какие-то ресурсы копают, я не знаю, но это не ресурсы вот в плане там нефти или еще что-то, хотя там этого очень много. Такое ощущение, что там вот как даже очень много каких-то есть, не знаю, алмазов, может, или что-то такое, вот какие-то очень-очень дорогие, да, ресурсы. То есть, может, не фактически алмазы, но что-то вот, да, там прям целый кладезь какой-то вот, знаете, как хозяйка Медной горы, да, у нее там очень-очень много каких-то вот это вот было ресурсов или вот малахит, там, да, вот это вот то, что там то же самое, там очень много этого всего. То есть там очень богатая земля, но они там ищут другое. Там какие-то, не знаю, то ли остатки технологий, то ли еще что-то. Я как понимаю, вот сейчас мысль такая пришла, да, сама Гренландия, она называется Зеленая земля, и я думаю, что это, скорее всего, часть Дарии. То есть, когда вот эти вот ледники расползлись, да, то есть землетрясение вот это огромное было, и как-то вот какие-то земли ушли под воду, какая-то земля, то есть сдвиги тектонических плит, да, за счет чего материки начали свое движение. Как Дария, как будто она раскололась, словно она раскололась на части. И Гренландия — это какой-то большой богатый кусок, как кусок пирога, знаете, почему-то идет кусок пирога. Я пока стараюсь не трогать глобалистов, я пока смотрю само, что там есть, да, почему именно Гренландия. Но вот опять же, я задаю вопрос, почему именно Гренландия, и опять же идет, что там какие-то, ну, условные инопланетяне, да, назовем это так, то есть какие-то представители иноземные могут там располагать свои базы за счет того, что там подходящий климат для них, да, и пустынная местность. То есть им там хорошо в плане холода, потому что они не выносят жару как таковую, то есть им для них прохладная вот такая температура, ну, холодная температура, это именно комфортная для жизни, да, для условий жизни температура. Они летают на каких-то летательных аппаратах, но сказать, что это, знаете, какие-то инопланетяне, которые к нам хорошо относятся или которые хотят там нам чего-то хорошего или что-то такое, нет. То есть мне вот, когда я думаю про них, мне приходит вот, опять же, я рассказывала, вот не помню где, по-моему, в одном из подкастов с Телеграма, вот, кстати, мы, да, подкасты некоторые вынесли на YouTube, можете посмотреть, но также они есть и это. Я рассказывала, что вот владельцы там инвестиционных компаний крупных, BlackRock, там еще что-то, вот я там видела какого-то человека, то есть, знаете, может даже, ну, душа, да, или что вот, как с подселением, как вот у него тоже какая-то, как пепельная душа, что ли, или что-то такое. Какой-то пепельный человек, вот он как бы возглавляет это все. И такое ощущение, они лишены эмоций, знаете, они вообще как будто безэмоциональны как-то, но они какую-то свою выгоду только получают. Вот как ученые особо не испытывают никаких эмоций, когда препарируют лягушек, да, и что-то там исследуют, условно, в этих лягушках. Вот тут то же самое что-то. При этом они заинтересованы в том, чтобы вся экономическая часть нашего мира была под их контролем, чтобы ресурсы всего мира были под их контролем, и чтобы они дальше проводили какие-то свои исследования. То есть они фактически хотят вот этот контроль себе полный для безопасности своих исследований или что-то типа того, но они здесь не для того, чтобы дать технологии или что-то подобное, они здесь для того, чтобы вычерпывать ресурсы отсюда.
Опять же, за счет того, что они безэмоциональные, вот даже темные, да, взять тех же самых рептов, там, условных, или еще кого-то, вот, из темных, они излучают там даже эмоции, там, ненависти, да, какое-то вот желание поглотить, желание власти какой-то, да, желание силы, то есть я сильнее, да, другого, желание власти, силы, подавления, там, еще чего-то. И сразу же ты, то есть, понимаешь их какой-то вот внутренний вот этот момент у этих вот как раз-таки. Так, а сейчас я и смотрю. Ага, все, поняла. Вот смотрите, получается, что которые вот эти поклоняются там, да, вот эти элиты, темные элиты, они поклоняются вот этим темным мирам, да, ну, всяческим, вот те, которые прям хотят поглотить, вот это все сделать и полностью там захватить власть, там все в рабстве, там все вот, ну, вот в таком виде, да. Вот они им поклоняются. Эти, в свою очередь, темные элиты, ну, не элиты, а вот эти темные, которые хотят захватить власть, они с вот этими, как серыми, да, условно, ну, то есть с вот этими безэмоциональными, они как бы типа сотрудничают, потому что знают, что этим безэмоциональным ничего не надо, кроме исследований. То есть им нужно только какая-то наука, только вот что-то, то есть им вообще ничего не важно. Они ни зачем не гонятся, они только вот им, лишь бы в лягушке поковыряться, знаете, лишь бы что-то изучить, лишь бы что-то вот посмотреть, то есть они на этом зациклены, на каком-то развитии технологий своих и добыче какой-то информации и технологий для себя, то есть им исследования, получение каких-то формул, что-то еще, то есть они как будто на этом зациклены, и они, в свою очередь, разрабатывают. То есть они разработчики, и вот эти темные снежных прям за счет того, что они очень сильно вот эти властолюбивые, да, такие все. У них тоже есть много технологий, но такое ощущение, они ими тоже пользуются, как бы что пепельным вот это все не надо. И они, типа, вот пускай они занимаются вот этим исследованием, все, мы им тут позволим, а они будут работать как бы на нас, да, тоже. Вот так вот. И как-то элиты работают. То есть, знаете, там прямая связь между пепельными и темными элитами. Ну, то есть вот эти, как мы их называем, глобалы, да, глобалисты, они как будто находятся с пепельными в прямом контакте. И пепельные они во всех слоях. То есть, знаете, они как будто не только вот там в лабораториях, но они как будто и заведуют очень многими лабораториями мира. И не то чтобы заведуют, может, они не напрямую там работают, но, знаете, как будто вот есть какой-то вектор науки, да, вот также идет, что как-то с разработками банана фикуса они тоже связаны. То есть они как будто какой-то вектор направления науки, то есть, возможно, все вот эти вот поветрия, да, ежегодные, то есть это тоже как с их подачи какой-то идет, какие-то разработки, знаете, как не только разработки, но и для них это как эксперименты некоторые, а глобалы этим пользуются, то есть для них это как инструменты, которые вот глобалам они дают для того, чтобы там продвигать свои какие-то вот эти махинации, да, там со всякими вот этими, как там нас садили там на домашний арест, там намордники одевали и так далее. И какая-то формула нано, почему-то идет нано-вакцина. Почему нано? У нас же типа РНК вот это, а тут нано. Что-то я вообще не понимаю. Ну же типа РНК они сейчас или что? Но почему-то идет нано. Изначально как будто какие-то... Ой, фу, все началось. Все так хорошо начиналось, что не могло хорошо закончиться. Да, без грязи. В общем, это все разрабатывалось в каких-то биолабораториях вот этих пепельных. И там тоже вместо лягушек, да, подопытных кроликов использовались люди очень маленького возраста. Опять сейчас идет какой-то круговорот такой. Знаете, вот я вижу круговорот от Гренландии в Европу, от Европы в Южную Америку, от Южной Америки в Северную
из Северной Америки в Гренландию. Я не знаю, почему так, но это как будто вот именно какой-то человеческий ресурс, да, именно вот как живой ресурс, именно маленький живой ресурс поступает туда. Ой, можно это дальше не буду прям погружаться сильно. Вот в эти лаборатории, ну, к этим пепельным, там ставится что-то, опыты какие-то исследования там и так далее, и тому подобное. Вот. И какой-то идет, опять же, Европа, то есть это Великобритания, Дания, скорее всего, вот такие страны. То есть все остальные больше как, ну, такие уже, ну, не посредники, а уже такие десятые звенья. Почему-то Франции или, знаете, такое ощущение, во Франции есть какие-то, почему-то, знаете, есть вот понятие черная вдова, да, вот, как, и тут тоже вот какая-то черная, такие, то есть черные рода, или как какая-то темная знать, знаете, или что-то такое. Они почему-то идет образ такой черной вуали, знаете, вот как темная вдова, такие как пауки, да, или ну не паук, а вот темная вдова, и у нее такая темная вуаль, или какая-то вот такая вот прям, не знаю, как черная одежда, и почему-то как сетка такая на лице. Какой-то вот темный род, знаете, вот не знаю даже с чем сравнить, как семейка Адамс, да, условно. Но только это не так, конечно, не как семейка Адамс, ну как будто вот как они, как не совсем люди. Вот такое. То есть какой-то графский, может, род, или вот что-то вот, знаете, такое. Какие-то старые титулы, последователи, вот последователи каких-то старых традиций или что-то такое. Традиционники, но это часть темной элиты европейской, которые вот именно связаны с глобализмом в целом и продолжают это, ну вот какой-то тоже как чему-то поклоняются. У меня прям голова начинает болеть, какой-то темной религии, какая-то темная религия, то есть какому-то темному отцу или отцу, да, вот как может вот как, может быть конкретно вот козлу вот этому поклоняется, да, то есть он как будто отец, но не отец им в прямом смысле, а как вот они как сами хотят, чтобы вот он их считал, да, ну, как последователями, детьми, что вот они его самые-самые верные там слуги, да, самые верные вот. Иначе, типа, если вот он, ну, как бы, если он их принимает как слуг своих, да, вот он, то он им как дает жизнь, во-первых, да, какую-то, дарует жизнь, не просто богатство, типа они там шампанским на яхте где-то отдыхают, нет, он им дарует жизнь, почему-то жизнь через кровь и плоть, но это не совсем вампиризм, я не знаю. Но опять же идет слово истинное крещение, об этом я тоже на бусте говорила. И клятвы какие-то, да, нерушимые, которые они ему дают в обмен на вот эту жизнь, какую-то вечную жизнь, да. Ну, это сделка фактически, сделка с дьяволом, условно, да. И они вот служат, получается, ему и имеют дело с вот этими пепельными. То есть пепельные дают им технологии, и пепельные дают им что-то, ну вот, какой-то ресурс, да, для того, чтобы они могли, вот опять же идет, да, вот есть книга «Апокалипсис», я тоже снимала ролик про Карла, да, там про белого там коня, вот. То, что вот есть вот эта книжка, и там написано о том, что да будет конь такой-то, да, и мир погрузится во тьму и в хаос. И вот они именно те, кто хотят это пророчество, типа, исполнить. То есть они собираются погрузить мир вот в это, да, то есть устроить там всех коней вот этих. Поэтому они как-то и определили этих серых туда. То есть дали им часть земли, причем древней земли, где есть какой-то ресурс. Слушайте, вот фантастическое сейчас это, но
Вот в Дарии раньше был какой-то, ну, это была очень продвинутая земля, посмотрите видео, да, про которое я говорила там. Были технологии, то есть это наиболее технологично развитая была вообще, ну, технологично развитый континент. И там как вот был большой исток, и там было большое количество энергии, то есть энергии, которая бьет из истока Земли, да, из истока мироздания, не знаю, как это объяснить. И возможно, что серые вот те энергии, тот ресурс, который они черпают, да, с нашей параллели, это вот подобный ресурс есть какой-то, то есть это как, может быть, ресурс электромагнитного поля Земли или что-то такое, эфир какой-то, да, условный. То есть это не то, что мы можем пощупать и потрогать в виде золота какого-то или редкоземельных металлов. Нет, но там как будто вот несметные богатства каких-то залежей. То есть, ну, в виде чего-то, что, ну, невозможно, не знаю, современной наукой пощупать и потрогать, но это все какой-то колоссальный источник энергии, то есть, да, ресурса, который как раз-таки могут черпать вот эти серые, пепельные. И они, то есть, как на взаимовыгодной сделке, что ли. То есть вот в таком виде. И эти, ну, элитки, да, они им позволяют черпать этот ресурс, хотя это вообще нельзя делать. Это как, ну, я не знаю, жизненные силы, да, пить, энергию жизни мира. Вот они позволяют этот ресурс черпать в обмен на вот эти исследовательские технологии тоже, для того, чтобы воплотить в жизнь вот этот так называемый план 4 коней, да, вот, который они уже давно здесь хотят, вот что прям все как по книжке произошло. Это очень сильно взаимосвязано. Пока все хорошо, и, ну, грубо говоря, эта земля, она не нужна была на самом деле, ну, Гренландии, ни Китаю, ни России, да, условно. Потому что она всегда находилась под защитой демократов. То есть там какая-то такая система, что вот те темные элиты, да, которые были в Америке, ну и есть, они защищали этот континент. То есть и пока демократы были у власти, как бы этот континент еще и с их стороны защищался, то есть что туда никто не будет лезть, там действительно нет никаких там лишних вооружений, нет никаких солдатов, вообще там минимум, по минимуму развития идет какое-то, то есть там вот именно в том виде, что где-то там есть небольшие поселения, но основной континент составляет вот эта пустыня просто какая-то, да, снежная, позволяла сделать ее такой, ну, некой буферной точкой, да, очень удобной буферной точкой для создания вот таких вот баз каких-то, ну, условно, как зона там 54 или как вы там называют в США, да, где там они с НЛО типа якобы контактируют. Не помню, как она называется правильно, ну вот типа вот эти вот базы. То есть там есть и такая база не одна. За счет того, что там еще и происходят, ну, некоторые цветовые изменения, да, то есть так как близко к Северному полюсу искажения, то там еще и легко как бы можно, ну, слиться, так скажем, в небе, да, для того, чтобы не было видно, как объекты вот эти туда-сюда летают или приземляются. Там что-то вот такое, как за счет какого-то структурного искажения света. Мне это не очень понятно, но тем не менее. И как бы далеко, да, ну, то есть она какая-то такая точка, наиболее близкая к людям и наиболее, ну, типа, удобная для вот этих вот летунов. И там было удобно все это проворачивать. И Трамп об этом знает, как будто он знает про эти базы. И знает, что определенные элиты в Европе, которые сейчас, кстати, почему-то, ну, типа боятся, злятся, даже не боятся, а злятся очень сильно, но ничего сделать не могут. То есть как будто их переиграли в их же игре как-то так вот. Прям какая-то игра такая идет, как пешки вылетают, да. Знаете, когда на поле, да, шахматном поле, ну тут не шахматы, а вот шашки, когда играют, да, в шашки, одна из них становится дамкой, все остальные пешки начинают вылетать. Я не знаю, как, то есть как режет, обрезает пути, начинает, да, я не знаю, как это объяснить. Ну, то есть вот обрезаются пути и обрезаются шаги. То есть, да, ты не можешь походить туда или сюда, потому что иначе тебя сразу
будет каре. Я не знаю, вот как так идет. Кто бы еще знал, что такое каре в шашках? Ну вот что-то вот такое. Если вообще каре в шашках. Я сейчас задумалась, не знаю даже. В общем, вот что-то такое идет. И какой-то 9-й вал уже близко. Что-то бурлит очень сильно. Но это уже в глобальном, да, плане. Вот что-то очень сильно бурлит, знаете, вот как бутылка газировки, которую, или вот бутылка шампанского, да, которую вот так вот хорошо-хорошо встряхнули, да, вот у нее внутри все пузырится, давление идет, и вот стоит только чуть-чуть бутылку, ну, вот эту вот штуку развязать, железную, которая держит эту пробку, и она просто вылетит, и все это буф, наружу вот так, да, фонтаном, то есть каким-то фейерверком, фонтаном все это выльется. И вот тут то же самое. То есть вот сейчас какое-то давление такое идет где-то. Вот узкое горлышко, да, или что-то вот идет какое-то давление, которое вот-вот готово вырваться наружу. И все вот, ну, и породить какую-то волну, да, очень мощную, которая будет сметать все на своем пути. И она как затопит Европу, я не знаю. И она будет идти. Вот кто спрашивал, что будет со странами Прибалтики. Страны Прибалтики последние, до кого дойдет волна, потому что волна будет идти от запада, да, то есть вот это там что-то Дания, там, да, вот эти вот страны, то есть Англия, Дания, там прочие. И вот она будет идти, то есть Франция, там, Германия, и вот туда дальше. То есть до Прибалтики она уже, ну, тоже дойдет, но основной вал, шквал вот этот, да, этой волны получат вот именно западные страны Европы. То есть основные вот эти, да, которые там выпендриваются, грубо говоря. Финляндия почему-то тоже. Какой-то будет шквал. Но страны Балтики это тоже заденет. Как будто сейчас там какой-то, вот знаете, почему-то по страны Балтики думаю, там типа вот как какие-то люди, которые почему-то гавкают. Я не знаю почему, я особо не задумываюсь про Прибалтику, что там происходит, но как будто вот стоят люди какие-то, они всем недовольны, знаете, вот рычат, вот как будто вечно рычат, вот это. И это люди во власти, то есть это не простые люди, а какие-то люди, знаете, как агитаторы какие-то, вот, которые акции какие-то проводят, еще что-то, вот они такие, знаете, они не лидеры, но они как будто какие-то вечно всем недовольные, знаете, которым надо всегда вот, они там всех обвиняют в своих проблемах, они всегда, и они вот такие вот какие-то агрессивные, знаете, какие-то вот такие недовольные, им хочется вот какие-то конфликты развивать, вот что-то такое, вот как-то такое идет, что вот волна эта какая-то, она заставит захлебнуться этих людей. Вот знаете, вот они рот такие открывают, вот, чтобы там начать орать, да, или вот возмущаться опять, или только вот набирают, ну, в грудь воздуха, чтобы начать там опять вот это возмущаться, им как будто и полный вот рот воды, то есть как будто захлебываются, то есть вот их под воду вот прям с полным ртом воды погрузят, и как будто, знаете, какой-то вид такой идет, что Латвия, она вроде была какая-то вот именно в каком-то таком, знаете, негативе вот этих людей, вот прям недовольстве, там, вот обвинениях, вот это все, какое-то вот такое вот энергетика такая, а после этого как будто обломки какие-то, вот как корабль, да, на берег, обломки корабля какого-то, или корабль, который вот, ну, чисто, на берегу чисто, там какой-то песочек условно, еще что-то, хорошо, все. Но вот надо будет какие-то обломки вот этого старого корабля или что-то такое убирать. То есть расчищать какие-то завалы, даже, может, не корабля, а досок каких-то, как будто вот старые какие-то доски грязные. Вот этот вал, да, вот эта волна, она сломает, и надо будет вычищать пространство, может быть, от этих старых досок. Возможно, эти доски, вот сейчас тоже пришло такое, возможно, это каркасы намерения, да, то есть это
именно каркасы намерения тех людей, которые вот сидели там у власти или вот это все выстраивали, да, такую энергию ненависти, энергию вот этого всего разлома, агрессии, там вот это вот все они прям как-то продвигали, как-то вот общество, да, этой агрессии насыщали. И общество, ну, то есть не общество, а энергия обмоется, но вот эти каркасы, ну, то есть вот это вот черные вот эти вот деревяшки, балки придется вычищать. Вот так. Это то, что насчет стран Прибалтии. Если вам интересно, чтобы я посмотрела как бы про другие страны Европы, то есть, ну, допустим, в которых прям вот эта вот девятая волна, ну, вот эта волна, да, накроет там первыми с головой, то есть там Германия, Франция, там вот эти остальные, то есть что будет с ними и как это все будет происходить, потому что там я вижу, они прям в центр волны попадут. То есть, знаете, вот когда кто на море был, когда волна идет, и ты попадаешь вот в самый центр волны, и тебя прям вот так вот жестко-жестко закручивают, то есть там даже захлебнуться можно, то есть тебя, ну, прям очень жесткое состояние, то есть вообще, чтобы вот, почему нельзя волны, там все, вот когда вот такая волна тебя, если в нее закрутит, это не очень приятное состояние. И вот как будто они окажутся в самом центре вот этого вала, то есть вот этой волны, и там очень жестко будет как-то. То есть, если вам интересно это все, то давайте я тоже это посмотрю, поэтому еще раз напоминаю, пишите комментарии. Вот, кто не поставил лайк, обязательно поставьте, чтобы эта информация нашла других людей, кто в ней нуждается. Ну, а также мне будет приятно, вот, как награду за мою работу, которую я для вас делаю. Ну, а я вас всех люблю. Обнимаю. Ваша Надежда Солнечная. Всем пока-пока.